Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. И сегодня мы сделаем такой расклад карт Таро, такое онлайн-гадание на картах Таро. О чем он сожалеет по поводу вас, ваших отношений. Да, вначале давайте начнем с того, что сделаем сигнификацию, что у вас сейчас с этим человеком, чтобы вы угадали, ваш ли это расклад. Так, ну смотрите, перед нами человек действия. То есть человек, который постоянно куда-то движется, у него какие-то проекты, какие-то перемещения, он весь в делах. Также, возможно, он по отношению к вам еще испытывает и делает какие-то действия на данный момент. То есть он выступает как король жезлов, король действия. Действия его еще не остановлены. Интересно, мужчина у нас с деньгами. Мужчина или с деньгами, или сейчас он взялся за ум и начал зарабатывать. Мужчина понимает, что в ваших отношениях, прошлых или теперешних, важны деньги, для вас важны деньги. Вы в этих отношениях в состоянии, ну, скажем так, бездействия. Или он вас довел до такого состояния, да, то есть, что вы не можете действовать, вы как зомби. К сожалению, ну вот довел он вас, ну вот вы полуживы, ну, вот посмотрите, да. То есть вот такое состояние, полуживы. Вроде бы и живете, и двигаетесь, и что-то делаете по дому, по работе, но все ваше моральное состояние, оно полностью разбито каким-то предательством, каким-то его действиями, или наоборот его бездействиями. И что? Ну вот представьте, мужчина, король жезлов выпадает, король пентаклей, король кубков. Очень эмоциональный мужчина, очень легкий на отношения, очень легкий на разговоры, на комплименты, даже не на комплименты, на обещания, то есть наговорить вот ему очень просто. А сексуально вот не очень как-то. Сексуально он падает пажом. Или сейчас у вас нету секса между вами, или он очень, скажем так, маленький секс между вами, или вообще не доставляет вам мужчина того удовольствия, которое бы мог. Да, видите, он мог гораздо больше. Вот такая ситуация. Давайте еще посмотрим на Николете, чтобы было больше понятно сигнификация. Так, смотрим, что у него сейчас, что у вас сейчас с этим человеком. Ну, видите, купались вы с ним прям вот в отношениях, он с вами. Ну, яркие были отношения, комфортные, приятные. Ну, как-то по кругу все время, да, то есть он или уходил постоянно, приходил, или ругались по кругу, что-то неприятное происходило, постоянно возвращалось. Что-то зациклилось просто и эмоционально так же само. Ну вот карты показывают, что разные вы были, да, но вот
Вроде бы и две птички, только одна птичка без крыльев, да. Ну вот, смотрите, да. Одна птичка без крыльев, а другая не птичка, а с крыльями. Разные взгляды на жизнь, разные принципы, разные планы на жизнь. Вот разные вы были, но тянуло вас друг к другу, очень тянуло. И жертвой вы были в этих отношениях. Вот он выбрал, что вы во всем виноваты. Вы во всем виноваты в этих отношениях, в этих всех проблемах и во всем остальном вы жертва. Он так решил, он сознательно приковал вас, ограничил в ваших действиях и вот так вот иголочками прямо в сердце, прямо в ноги, прямо в голову, прямо в душу. Вот так жестоко-жестоко вы открылись ему полностью, да, вы рассказали о каких-то своих тайнах, а он этими тайнами потом все время упрекал, да. То есть вместо того, чтобы жалеть, да, и понимать, что на такие грабли вы уже наступали, что не нужно больше именно бить по этому, вы ему открылись, а он именно туда и бил. Вот именно на это и давил. И именно, может, даже говорил, что у тебя и с тем не получилось, и с тем не получилось, и там ты на работе не то, и там. То есть вот упреки такие, подколки, упреки, вот жестокие упреки. И так по кругу. Видите? А могли жить счастливо, да. То есть были приятные моменты, все было. Так нет, вот надо возвращаться к этому и колоть, да, вот, ну вот такой человек, вот так колоть. Хорошо, смотрим дальше. Как эту ситуацию видит сам мужчина и что он чувствует? Как эту ситуацию видит мужчина? А вы знаете, а он еще думает о том, что это все не закончено. Он думает еще о движении к вам. У него действия планирует, он вот уверен, что еще вот я проявлюсь. По дьяволу он хочет проявиться, к сожалению. Да, то есть или напомнить о каких-то своих привязках, что вы ему должны, или просто сделать больно. То есть, ну вот, видите, у вас связаны руки, а он вот деспот. Вот такой деспот, он хочет прийти именно таким. Он хочет этим почему-то на вас воздействовать. Как он относится? Хотя, в принципе, продолжать отношения он дальше не хочет. То есть он обнулился, ну или эта карта еще может говорить, что он просто вот такой немножко нездоровый на голову, да. То есть сделать больно, чтобы возобновить отношения, ну, если дурачок, то возможно. Странно тянет к себе. Да, действия в ваши стороны медленные, у него планы по этому поводу. Хочет прийти и причинить боль. Хочет напомнить о привязках. Может, у вас какие-то споры есть по поводу денег, по поводу детей, по поводу чего-то там совместного имущества, совместных друзей, да. Он хочет все сказать, это мое, да. А тебе вообще радуйся, что что-то осталось. Вот такие его действия сейчас. Да, вот радуйся, работай, радуйся тому, что есть. Вот буквально карты так говорят. Радуйся тому, что есть. Ничего излишне, жди. Все у тебя будет. Сама наработаешь. Такие его действия сейчас. Хорошо. А как вы видите эту ситуацию? Да? Что вы думаете по этому поводу?
Какой совет карты возможно в этой ситуации для вас? Замкнуты вы совершенно, ограничены в этой ситуации. Вы не можете принимать никакие решения. Каждое решение приводит к боли. Не можете решить. Не можете действовать, не можете повлиять на ситуацию, возможно. Возможно, рветесь к нему, а ограничены чем-то. Ограничены со всех сторон. Деньгами также проблемы. Проблемы с доходом, с деньгами, с недвижимостью, с чем-то материальным. Бездействуете, не можете действовать. А очень хотели бы действовать. Вы хотите быть с ним подсознательно или реально вы хотите быть с ним, вы хотите с ним дом, вы хотите быть с ним парой. Видите? Вы хотите быть парой, но вы ограничены. Вы не можете принять того, что он делает, да? То есть у вас даже в голове это не укладывается, что можно так с вами поступать. Вы не хотите его прежнего. Вы хотите с ним, но вы хотите другого, чтобы он понял, чтобы он осознал, чтобы он изменился. Чтобы он был, возможно, как в начале отношений, чтобы он был, как когда вам было хорошо. Вы не хотите того человека, который сейчас. Да, стоп, вы говорите. Этому мужчине с его действиями стоп. Стоп, вы хотите другого, этого, возможно, и этого мужчину, но совсем с другими его качествами. Чтобы он проявлял к себе, да, ну вот как говорят, с нами поступает мужчина и вообще люди так, как мы разрешаем поступать. Вы теперь больше не разрешаете так поступать. Это и совет карт. Не разрешайте с собой поступать так, как он поступал. Так. Что он осознал в этих отношениях? Он вообще сделал какой-то вывод? Что он осознал в этих отношениях? Ну, жалеет он. Жалеет и о том, что деньгами вас ограничил, что не смог так обеспечить деньгами. Считает, что из-за денег все эти трудности. Ну, или денег, или материально. То есть, может, просто, что внимания мало уделял, что не подошел, не поговорил. То есть, жаль ему, что вот эти отношения закончились, да, что он не проявил себя так, как мог бы, как вы хотели. Да, вот он воинственно проявлял, а ему жаль. Ему реально жаль. То есть сексуально он вас очень хочет. Он хочет близости с вами, он хочет быть с вами. Что он осознал? Ну, он осознал, что вы вот как вторая его душа. Да, вот он купался в ваших чувствах. Вы для него королева кубков, да, королева эмоций, королева положительных эмоций. Счастье, то есть, все это он осознал уже, что вот вы должны были быть вот такой счастливой королевой, а вот какая вы. Да? А вот какую он вас сделал, разбитую. Что еще он осознал? Но он осознал, что нужно действовать было. Что нужно было действовать, а не бездействовать. То есть в чем-то он очень пассивно себя проявлял. Что-то он пустил на самотек в отношениях. Пускай оно так и будет. И вообще как бы никак... не работал он над отношениями, да, над счастьем вашего дома. Даже эмоционально не поддерживал вас. Да, помощь только какую-то материальную или давал, или даже у вас брал. На деньгах отношения, или мало ее давал. Хорошо, а что скажут нам карты, что он будет
делать, раз он сожалеет? Денег хочет заработать. Ну что ж у него все время к вам желание сделать вам больно? Делать больно вам деньгами. Вот разбить вас. Но вы видите, королева, вас не так просто. Он понимает, что вас нельзя. Вы сильная женщина, вы справляетесь со всем. Вы со всем справитесь. Давайте я возьму другую колоду, дополню. Давайте, так, колода больше действия показывает. Давайте покажем, посмотрим, что он будет делать. Что он хочет делать. Разбитое сердце. Ну, у него разбито сердце. Ну, он в подвешенном состоянии, то есть полностью, ну вот, он реально понимает, что он теряет женщину своей мечты, которую хочет, с которой эмоционально хорошо. Вот, да, и вот он, сердце его разбито, он тоскует, но он ничего не делает. То есть карта буквально показывает, что ситуация в подвешенном состоянии. А хочется бежать к вам, да, а вот он сдерживается как может. А хочется лететь к вам, а почему не летит? Ну, он считает, что что-то должно такое произойти, чтобы он понял, как бы, что, ну, что вы уже ждете его, что уже перегорело, уже прошло, что колесо фортуны как бы повернулось опять на его сторону. Украдкой за вами следит, видите? Украдкой за вами наблюдает. Вот такой у нас сегодня мужчина. Давайте сделаем коррекцию. Давайте уберем весь негатив, ну потому что это просто невозможно так оставлять то, что он именно сейчас настроен вот причинить вам боль, ну это необходимо убрать. Сейчас мы поработаем с раскладом. Тут очень много негативных карт. Так, убираем ваше разбитое состояние. Эмоционально вы должны быть сильной. Да, ну очень много мужских качеств у него разных по отношению к вам. Во всех отношениях. Так, то, что он там планирует что-то на вас, пускай остается, пускай не планирует вам мстить и все остальное. Давайте уберем и обнуление на ваше усмотрение. То есть, если хотите, то оставьте, не думайте об обнулении. Давайте сделаем, чтобы вы не думали о деньгах, деньги легче приходили, ваше ограниченное положение. Пускай он осознает, что был плох в отношениях. Так. Давайте уберем остановку отношений. Давайте медленные деньги уберем. Нам надо быстрые деньги. Уберем ваше, то, что он хочет вас растоптать, обидеть. Пускай оказывает помощь. Так, хорошо. Вот такой у нас расклад получился. Сейчас поработаем с препятствиями, всем негативом, который показал расклад карт Таро. Так, ну те, кто меня знает, не буду повторяться. Сейчас вспоминаем, для тех, кто не знает, расскажу. Мы сейчас будем обращаться к силам вашего рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям. Это очень действенно, очень помогает убрать весь негатив, препятствия, смягчить в крайнем случае их. Так что вы вспоминаете свою силу рода, весь род, который за вами стоит.
А я пока ищу карту Верховного суда, и карту мир уже нашла. И мы обратимся к высшим силам, к ангелам-хранителям, к силам вашего рода. И уберем весь негатив, который показал расклад карт Таро. Пусть он, даже если вы сами решите не быть вместе, но агрессию надо по-любому его убрать. Вам не нужно его агрессивное настроение. Итак, внимание, девочки. Слушаем меня внимательно. Если помните, то уже повторяйте. Можно также остановить, включить субтитры и смотреть это с субтитрами, чтобы произносить также. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро, весь негатив, всю агрессию из этого расклада по отношению мужчины к этой леди. Прошу, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми. Пусть всегда будут деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Так, мы сейчас проверим, получилось ли у нас убрать препятствия, негатив, который показал расклад карт Таро. Если что, повторим. Также не забываем писать в комментарии «Спасибо, да будет так». Это важно. И пишите, девочки, насколько резонирует этот расклад с вами. Рассказывайте свою историю, как у вас проявилось, насколько стало легче после расклада. Всегда приятно читать такие отзывы. Итак, получилось ли у нас убрать негатив, препятствия в раскладе Таро? О чем он сожалеет по поводу вас и ваших отношений. Но он работает все равно над тем, чтобы как-то вас ограничить. Он работает целенаправленно, чтобы вам было плохо. Он работает над этим. Нужно убирать, девочки. Давайте сосредоточимся. Давайте вспоминаем, обращаемся. У кого-то, конечно, получилось убрать, но, видите, не совсем серьезно вы отнеслись. Давайте вспоминаем. За вами стоит, вы помните, какая сила рода. Да? Каждый из тех, кто уже не с вами, мечтает о том, чтобы вы были счастливы. Высшие силы тоже слепы. Им нужно говорить о том, что происходит, что хочется изменить. То, что на земле они не видят, нужно просить. И тогда, если вы этого достойны, то все произойдет. Девочки, сосредоточились, мои леди. Видите, сколько неприятностей. Вот это все надо убрать. Ну, это не все неприятности, это события, которые вызовут эти неприятности. Так. Сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад Таро. Весь негатив, направленный мужчиной на вас, просим убрать. Просим убрать агрессию с его стороны. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало, чтобы вы сами выбирали, с каким мужчиной вы хотите быть и были счастливы. Убираем препятствия
негатив по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Так, сейчас проверяем, получилось ли у нас убрать негатив от этого мужчины. Ну, выпадает Иерофант. Это говорит о том, что его действие, эта карта тоже выпала сама. У нас получилось, нас услышали и сделают все, что возможно. Да. Если кто-то вот морально из девочек чувствует, что не подействовало, можно пересматривать. Да, пересматривать видео. Не забываем писать в комментариях спасибо, да будет так. С вами была Луна. Если вам нравится, лайкайте и подписывайтесь. Хорошего дня, безумно хорошей ночи.